Это странное происшествие является единственным инцидентом, который был официально расследован полицией. Правительству многих стран известно об этом, но вся эта информация хорошо скрывается от общественности. Итак, давайте начнем. Всем привет! С вами Финнимор. Было несколько версий, что же на самом деле произошло с мистером Тейлором. Одна из них – это встреча с шаровой молнией, или он просто наелся ядовитых ягод, и у него были галлюцинации. Но давайте обо всем по порядку. Около 40 лет назад шотландец Роберт Тейлор рассказал, что его похитили пришельцы, когда он прогуливался по лесу. В связи с этим началось полицейское расследование. Многие жители до сих пор считают этот инцидент одним из самых правдоподобных случаев с НЛО. Произошедшее с Тейлором является единственным уфологическим инцидентом, который был расследован полицией. В качестве доказательства о похищении Тейлора были только его разорванные брюки. Но все-таки полиция серьезно изучила характер разрывов на его брюках и не смогли понять, что же могло оставить данные повреждения. Роберт Тейлор работал лесничим в лесу, неподалеку от шотландского города Ливингстон. В ноябре 1979 года он совершал свой ежедневный вечерний обход. Выйдя на поляну, он увидел в центре непонятный дискообразный объект с высоким куполом. Объект этот был высотой примерно 30 футов или 9 метров. Тейлор решил подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть странного гостя. Но тут из объекта вдруг появились две сферы с шипами. Они окружили Тейлора, зацепив его одежду шипами, и потащили. В этот момент он потерял сознание. Придя в сознание, Тейлор лежал все на той же самой поляне и, глянув на часы, понял, что пролежал тут примерно 20 минут. Он был очень испуган. Вся его одежда была порванной и растрепанной. Роберт Тейлор умер в 2007 году. При жизни он был очень уважаемым человеком, героем войны. Был трезвенником и глубоко верующим человеком. Рассказывая всем о том, что с ним приключилось, никто не сомневался в его искренности. Тейлор постоянно утверждал, что все было именно так, как он рассказывал, не позволяя усомниться в его словах до самой своей смерти. По его словам, он не помнил, что же с ним произошло после того, как его окружили, лишь чувствовал сильный запах гари. Когда он очнулся, увидел в центре поляны отпечаток, оставленный объектом и вдавленный глубоко в землю. После заявления в полицию на поляну была прислана группа во главе со следователем Дэткон Январком. Он также увидел странные следы на земле. Около 32 ямок, 3,5 дюйма или 8 сантиметров в диаметре. Очень похожие на следы, оставленные гусеницами бульдозера. Были осмотрены все машины, которые находились в этой местности, но ничего подходящего не было найдено. В лесничестве и близлежащих поселениях тоже была проведена проверка. Искали технику, которая могла бы оставить похожие следы. Но ничего они так и не обнаружили. Эти отметины были совсем свежими, и они появились там на поляне, словно из ниоткуда, как будто с неба приземлился вертолет или что-то в этом роде, сообщал Дэткон Январк. В полицейском отчете говорилось, следы на земле указывают на то, что там стоял объект весом в несколько тонн, но ничего не свидетельствовало о том, что его сюда откуда-то пригнали или отбуксировали. Даже офицер Уильям Дуглас говорил, у этих отметин нет никакого рационального объяснения. Разорванные брюки Тейлора отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На тот момент анализ ДНК еще не был внедрен в криминалистику, и поэтому экспертиза была сосредоточена лишь на том, каким образом был нанесен ущерб ткани. Вывод судебно-медицинской экспертизы. Брюки были повреждены чем-то, зацепившимся их и потянувшим резко вверх, что соответствовало рассказу Тейлора. Было выдвинуто много версий: шаровая молния, галлюцинации или эпилептический припадок.
хотя не было никаких доказательств, подтверждающих это. Даже детектив Конварк говорил, что он еще может поверить в теорию о припадке, но он уверен в том, что припадок точно не мог оставить те следы на Земле, что он видел. Скоростные НЛО, которые движутся так быстро, что едва заметны человеческому глазу. В 1993 году известие о скоростном НЛО просочилось в прессу. Министерство обороны США сразу же рассекретило спутниковую информацию, подтвердившую, что спутники часто улавливают неопознанные, высокоскоростные движущиеся объекты. Скоростные НЛО можно разглядеть на видео лишь при покадровом просмотре, а вот человеческий глаз воспринимает их как что-то очень быстро промелькнувшее мимо. Уфологи считают, что они могут двигаться со скоростью до 22 тысяч миль в час или 35 400 км в час, и что они очень часто летают среди нас, просто мы их не замечаем. Впервые феномен скоростное НЛО стал рассматриваться в 1984 году, когда командование воздушно-космической обороны Северной Америки заметило неопознанный объект на орбите Земли. Этот объект двигался с огромной скоростью – 22 тысячи миль в час, 35 400 км в час, приближаясь к Земле. Это случилось в мае. Скоростной НЛО засекли сверхчувствительные орбитальные военные спутники USDSP. Это засекреченные спутники, служащие ранними системами обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. Когда этот объект пролетел менее чем в 20 милях от спутника USDSP, официальные органы подтвердили, что это не баллистическая ракета и не метеор. Объект был отнесен к категории «неизвестный», и ему было присвоено кодовое название «скоростной» – Fast Walker. По данным NORAD, этот неопознанный объект был горячим, быстрым и твердым. Он быстро прилетел из космоса, быстро приблизился к Земле, а затем также быстро улетел обратно в космос. Кадры с двумя скоростными НЛО, заснятые с беспилотника, планировалось сохранить в секрете, но официальный представитель, к тому же военный в отставке, все-таки решил передать подробности происшествия следователю, специальному агенту Джо Стефелу, вместе со схемой полета объекта. Невозможно определить, является ли данный документ абсолютно подлинным, но была распечатка ДСП для этой даты, показывающая событие, в то же время и с такими же характеристиками. Особенным этот объект делает то, что он прибыл из космоса по искривленной траектории, прошел в пределах 3 километров от спутниковой платформы, а затем снова исчез в космосе. Его отслеживали целых 9 минут. Событие 1984 года очень встревожило правительственных чиновников. Появился 300-страничный внутренний отчет, рассматривающий все возможности. В нем не было объяснения, является ли неопознанный объект естественным или искусственным. Но то, где он появился в поле сенсора спутника, доказывало, что объект попал в поле сенсора из космоса, пройдя перед ним и уйдя обратно в глубокий космос. Это указывало на то, что это был какой-то тип корабля, способный маневрировать. Как правило, раньше события с НЛО основывались только на показаниях очевидцев. Сейчас же есть веские доказательства, телеметрия с этого спутника. Также есть информация, есть системы, данные, их можно изучить и проверить. Очень чувствительная система защиты отправляет информацию на Землю. Возможно, это одна из больших загадок, которая останется с нами навсегда. Интересно, какой тип корабля может обладать такой способностью? В среднем каждый месяц выявляется от 2 до 3 скоростных НЛО. Есть сведения о том, что со своего подземного объекта в глубине горы Шайен в штате Колорадо, США, объект ВВС NORAD ежедневно отслеживают в среднем 500 таких скоростных НЛО. В апреле 1995 года журнал «Обсерватория» опубликовал статью Дункана Стила, эксперта по опасности сближающихся с Землей космических объектов, в которой описывался недавно обнаруженный скоростной НЛО. В статье говорилось, что объект, пролетавший около Земли в декабре 1991 года, признан кандидатом на зонд инопланетян. Объект выглядел и двигался как искусственный спутник и был намного быстрее любого спутника тех времен. Возможно, скоростные НЛО – это патруль пришельцев. На запрос FOIA
Федеральный закон о свободе информации, который позволяет полное или частичное обнародование информации и документов правительства США, был дан ответ. Информация о скоростных НЛО по-прежнему засекречена и недоступна для публичного просмотра. Скоростные НЛО двигаются намного быстрее, чем орбитальные спутники, но намного медленнее, чем астероиды из дальнего космоса. Скоростные НЛО над Ванкувером зафиксировали в 2013 году. Уфологи и интересующиеся темой НЛО люди выдвинули предположение, что наша Земля может находиться под наблюдением высокоразвитых инопланетных рас, мотивы которых пока нам не ясны. Считается, что скоростные НЛО – это инопланетные движимые пункты наблюдения, которые проводят патрулирование, собирая данные о нашей планете и о ее жителях. Уфологи предполагают, что правительству многих стран известно о существовании этих патрулей, а также о их намерениях, но вся эта информация скрывается от общественности. Есть множество видео, которым в кадр попали скоростные НЛО. Специальная видеокамера безопасности, которая реагирует на движение и тут же присылает фото заснятого объекта на телефон владельца, недавно тоже зафиксировала скоростное НЛО. Видеокамера была установлена в сельской местности Мирани, это в Австралии, и была направлена на одноэтажный дом. Когда владелец камеры 31 июля 2021 года получил этот снимок, он не мог поверить своим глазам. На фото был виден объект в виде тарелки, то есть типичное НЛО, где объект проносился над землей прямо перед камерой. Камере удалось сделать лишь один-единственный снимок объекта. Вот вам и доказательство, насколько же быстрым был этот НЛО. А может, это и был тот самый космический патруль, внимательно следящий за нами. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.